Всем привет! В этом видео я рассказал о технических проблемах современного телевидения. Игры. Техника. И другое. Технические проблемы современного телевидения. Обрезка фильмов и сериалов, снятых вне соотношения сторон 16:9. К сожалению, по неизвестной мне причине, некоторые телеканалы при показе некоторых сериалов или фильмов обрезают изображение, если оно не соответствует телевизионному формату 16:9. Возможно, потому что есть какое-то указание, которое предполагает заполнить изображением весь экран. То есть, если фильм будет снят в кинотеатром соотношении сторон, например, 2:35:1, то он будет обрезан слева и справа. Оп. И будет обрезано примерно вот так. А сериал, который был снят в старом соотношении сторон 4:3, может быть обрезан сверху и снизу. Таким образом, изображение будет растянуто на весь экран. Оп. И будет вот так. В некоторых случаях телеканалы обрезают немножко изображения сверху и снизу у старых сериалов, снятых в соотношении сторон 4:3. Оп. Это может очень сильно сказаться на удобстве просмотра. В эту верхней части экрана может быть расположена верхняя часть головы героев сериала, и в случае наличия обрезки можно потерять волосы или даже лоб. У режиссеров есть правило, что самое важное находится в центре экрана, то есть если не сильно обрезать изображение, то сильно хуже не будет. Но однако, если обрезать верх и низ в некоторых старых сериалах, то, к сожалению, ситуация будет противной, поэтому изображение лучше никогда не обрезать. Пример обрезки фильмов. Я знаю, ты думаешь, какой парень возьмется за подобное задание, когда жена в положении. Какой? Мой муж очень храбрый человек, но он не умеет определить приоритеты. Долг и честь для него так же важны, как и я. Так что, если А где картина? ему придется выбирать между жизнью и долгом, Подтолкнуть его в нужном направлении? И даже можно дать легкую пинка? поэтому я тебя и выбрала, ты толковый. Ну, это еще мягко сказано. Я лично выбрала всех вас, за исключением мексиканца. Не знаю, где вы его нашли. Я тоже не знаю, откуда он взялся. Отнесешь мне? Джону очень повезло хоть. Господа, я поздравил бы вас с отличной работой, но меня здесь сейчас нет. К большому сожалению, почти все каналы обрезают фильмы. Обрезка изображения самим телевизором. Также небольшую часть изображения со всех его сторон обрезает телевизор. Это называется оверскан. В некоторых других приборах он тоже существует. Ну а в телевизорах он был создан, чтобы обрезать в основном двигающиеся полосы сверху экрана, которые присутствовали в основном в аналоговом вещании. Это нужно было для передачи технической информации. И так как аналоговый сигнал не поддерживает передачу дополнительной информации, то она добавлялась прямо в изображение, например, с верхнего края. Цифровой сигнал, в отличие от аналогового, позволяет передавать картинку и звук в более высоком качестве, а также дополнительно передавать метаданные, например, название и описание телепередачи. Оверскан можно отключить, но не на всех моделях телевизора, и у более новых моделей он меньше. При просмотре HD телеканалов оверскан можно отключить настройках телевизора. На моем канале есть видео, как отключить оверскан на телевизорах Samsung серии As. Ссылка будет в описании.
Низкое качество вещания телеканалов и загрузка в интернет телевизионной передачи с низким качеством изображения. Большинство телеканалов в настоящий момент ведут вещание в качестве 576i 16:9, стандартное качество, что, если сравнивать с интернетом, является очень низким качеством. Ведь уже вовсю снимают видео в ультравысоком разрешении 4К и даже Немножко. 8К. В настоящий момент общепринятым стандартным качеством, то есть разрешение изображения, является Full HD 1080p 16:9. В этом качестве, но не всегда с соотношением сторон 16:9, снимают большинство фильмов и сериалов. Но в течение нескольких лет количество контента в 4К должно увеличиться. Сейчас телеканалы потихоньку переходят из вещания в стандартном качестве изображения HD 576i 16:9 в Full HD 1080i. Но это требует больших затрат, поэтому переход занимает некоторое время. В настоящее время есть прогнозы, что телеканалы первого и второго мультиплексов перейдут в HD качество вещания в течение 2-3 лет. Но сначала надо бы ввести кодек сзади H.265 HEVC. Ведь текущий кодек H.264 не позволяет передавать на одной частоте 10 HD каналов, пока их может быть только 3. И из-за различных технических и бюджетных проблем данный процесс перехода может затянуться. К тому же, некоторые каналы до сих пор не перешли в широкоформатное вещание 576i 16:9, то есть они вещают в 576i 4:3 квадратик. Также есть такие случаи, что сам телеканал вещает в Full HD 1080i 16:9, а в интернете на свой сайт и на видеохостинг YouTube выкладываете передачи в качестве HD 720p. Судя по цифрам, мы можем сказать, что разница не такая уж и большая. Но на некоторых экранах ее, к сожалению, увидеть очень легко, поэтому все же очень желательно загружать на видеохостинге версию Full HD. Не во всех регионах доступно вещание телеканала в высоком качестве. Небольшое дополнение к предыдущей проблеме. Оказывается, что пока не в всех регионах есть телеканалы в HD формате. То есть, например, в Москве есть, например, у меня 3 HD канала кабельное телевидение, а в каком-нибудь другом городе нет. Плохая работа телевидения в некоторых регионах. В интернете есть достаточно много сообщений, что наблюдается плохое качество вещания в некоторых регионах Российской Федерации. Где 10 каналов? Нет картинки и все тут. В больницах не работают телевизоры. Такая цифра нам не наче. У некоторых людей не показывает первый мультиплекс, у некоторых второй, а у некоторых даже оба. Или показывает оба, или один из них, но с помехами. Изображение пикселизируется. Часть из этих проблем связана с использованием телевизионных приставок, которые нужны для просмотра телевидения на старом телевизоре, так как они не поддерживают цифровое вещание. Но так как некоторые из них оказываются низкого качества, ситуация получается прискорбной. Низкий процент передач с субтитрами. И наконец, давайте разберем и эту проблему. Прискорбно, но как оказалось, процент телевизионных передач, у которых доступны субтитры, крайне низок, несмотря на недавно принятые Изменения. законы о СМИ. Закон о субтитрировании эфира. Реализация, как это часто бывает, оставляет желать лучшего. Обеспечение доступности не менее 5% объема вещания в неделю. Конец!
Вот такие вот проблемы оказались найдены у современного телевидения. Это, конечно, плохо, но нет вещей без минусов, нет худа без добра. Хорошие телевизионные передачи продолжают и будут продолжать обучать, развивать, развлекать и давать новую и интересную информацию. Уже ни для кого не секрет, что с развитием глобальной сети интернет телевидение постепенно уходит в прошлое. Но оно будет актуально еще многие годы, ведь большинство передач сначала транслируют по телевизору, а уже потом загружают в интернет. К тому же телевизором пользоваться намного проще, чем интернетом. Главное в телепередачах, фильмах и сериалах – это контент. Нужно, чтобы фильм или сериал получился качественный и интересный. Тогда от этого будет хорошо всем. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока! Видео получилось не очень радостным, поэтому после титров я добавлю немножко приколов. Лайк, подписка и донат будет Джава очень рад. Таким образом, обрезка. Таким образом, изображение на экране будет растянуто на весь экран. Но тут же тавтология получается. Давай по-другому тогда. Цифровой сигнал, в отличие от аналогового, позволяет передавать картинку и звук в более высоком качестве, а также дополнительно передавать метаданные, то есть, например, название и описание перед обрезочка. Чик-чик, чик-чик, чик, хвищ, 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 чик, 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 чик,